Всем привет! Сегодня я отправляюсь к древним ханским усыпальницам у подножия гор. Дальше меня ждет необычная фисташковая роща и подъем на вершину горной системы Тяньшаня, откуда открывается потрясающий вид на весь Бишкек. Что из этого получится, узнаем вместе. А дальше самое интересное. Мне нужен автобус номер 104. Он как раз таки идет в сторону южной части города. Я там выйду на остановке Эманалиева и уже в горы отправлюсь пешком. Гора Боспельдек, которая является частью горной системы Тяньшаня. Я уже еду где-то часа полтора, наверное, это вместе с пробками, но уже горы вижу. И походу вон там ханские могилы. Это прям офигенно. Ребят, я на конечной автобуса 104. Кстати, Яндекс.Карты врут, потому что остановка, конечно, показывает дальше по улице. Сливой, вернее чернослив, но он такой грязный, весь пыльный. И по факту вот там уже горы. Мне куда-то туда. Но что-то мне подсказывает, что я проехал свою остановку именно с ханскими могилами. Потому что как раз-таки беседка, которую я видел на фотографиях и на могилах, она была вот то, что я показывал с автобуса. Но здесь на вершине еще одно кладбище есть. Ну, в общем, иду в горы Боспельдек. Вон флаг, вот мне туда надо. Где-то тропинка должна быть впереди. В общем, разберусь. Это уже прям вообще окраина. Но хотя, смотрите, вот там идет полностью стройка. Это все новостройки. Спортивная площадка. Пацаненок вон на велике гоняет, сейчас спрошу. А вот еще, смотрите, кладбище. Но это не то, что мне нужно. Мне нужно выше в горы. Это все застройка идет коттеджный, как коттеджный поселок, наверное. Частный сектор. Как раньше, наверное, бы называли колхоз. Вот, бутылки собирают вот здесь, сдают. Язык есть, если что, спрошу, куда правильно и куда идти мне. Вот прям водителя сейчас спрошу, наверное. Здравствуйте. А подскажите, я ищу ханские могилы, вот говорят, где-то в горах вот там. Ханские могилы? Ага. Это тоже приезжие. Я тоже... А, вы тоже приезжие? Как и я. Но вот по кругу живу. Ну, здесь где-то флаг стоит. Да, флаг вот там стоит. Мне тоже он нужен будет. А показывает как без вас? Не-а. Не показывает? Яндекс.Карты показывает. Ну, Яндекс куда-то в показывает? горы. Как сказали, ханские чего? Ханские могилы. Кладбище там, ханские могилы. Bir хандардың кладбищесі қайсақта ол жақта бар ғой. Bu жерде точно жоқ қой. А бұл чего гильдки? Орыстардікі да. Это хан... Это кладбище православных. А я не знаю. ханские. Есть ханские могилы, там старое кладбище прям. Насчет ханских могил не знаю, я вам говорю о том, что это могилы православных. А про ханские могилы... я Ну, говорят, раньше где-то вот они в нет. горах. Горах. Есть, даже на карте Яндекс показывает, что вот наверху. Это, наверное, гору этот... Как вот к флагу идти, Боспельдек. Боспельдек это территория, относящаяся вот к этим горам, да. Но здесь нет никаких кладбищ. Я вот на Пешком этой территории ты- уже 20 лет Пешком прожил. не сможешь? Смогу, а что не смогу? Нет, здесь? сложно. Ну, я так всю гору обошел, здесь нету кладбища. Да? Ладно. Ладно, если что, там спрошу. Спасибо. Привет. Вот мужчина говорит,
всю гору обошел, нету кладбища. Но я же видел, я только что проезжал это кладбище. Я понял, в общем, мне нужно вернуться назад просто. Вот и все. Говорит, что здесь кладбище православное. Ну, я не буду заходить. Пылюка здесь, но погодка на самом деле классная для прогулки. В том плане, что нет солнца палящего, как бы еще прохладненько. Дождь шел вчера весь день. Ночью тоже шел. И сегодня вот такая. Поэтому хорошая погода. Главное, чтобы там тропинки никакие не смыло, не перемыло все это. Потому что в кроссовках, в летних, надеюсь, дойду. В общем, идти мне 24 минуты показывает. Вообще по Яндекс.Картам автобус должен был вот здесь ехать. А на самом деле ехал параллельно с той стороны. Кстати, вот кладбище. Вот одно кладбище. Но это, мне кажется, не оно. Мечеть. Есть тропинки. Флаг, кстати, вот. Но ханские могилы где-то вот там однозначно. Давайте-ка я подниму сначала сюда. А не подскажешь, как к флагу пройти? Флагу? Да, вот флаг наверху. Дорога, ремонт. Ну, вот так надо идти? Да, вот так и туда. Вот так надо. Вот по этой дороге, да? И наверх. Ага. А это кладбище старое, ханские могилы или нет? Не знаю. Не знаешь? Ладно, спасибо. А ты здесь живешь, да? Да. Наверху? А, прям наверху? Там. А, вот здесь? Нет, наверху. Наверх. Это ты всегда пешком ходишь и на автобусе в школу едешь? О, позади меня уже город, как на ладони. Но я думаю, поднимусь выше, еще будет красивее. Вот какой-то домик. Ты вот здесь живешь, да? Слушайте, давайте поднимусь в любом случае здесь. Пока рядом вот кладбище. Может быть, все-таки оно это и есть. Если уже нет, то все-таки дойду вот туда, в ту сторону. И там уж точно будет оно. Так, давайте вид вам на город. Вот это все новостройки, смотрите. Полностью многоэтажными комплексами все застраивается. Не знаю, как это будет влиять на экологию в плане роза ветров, вот это все, проветриваемость. Получается, что Бишкек как бы в низине, раз я иду выше и вокруг горы. Потому что вот в ту сторону горы пошли. А Бишкек, видите, в низине. Ну, мне кажется, с экологией возникнут проблемы. Ну, это мое мнение. Я, конечно же, не специалист. Это мусульманское кладбище, но точно не ханские могилы. Куда забрел? Зачем пошел? Солнце начинает выходить, и прям жарковато становится. Но ориентир у меня флаг в любом случае. Может, кого встречу еще. Жарко. Очень жарко. Но кладбище небольшое. — 2004 год. 2000-й. Какие булыжники интересные. Камни прям круглые. Вот наверху вижу машина. Но мне до нее идти тут вообще далеко. Плюс еще в горы. Кто бы поехал вниз. Дорога идет, смотрите, в ту сторону. Ну, флаг там.
А еще идет с левой стороны вокруг. И вот какая правильно, не совсем понятно. В Сербии я пользовался Maps.me карты. Вообще все показывает классно. Все объекты, все отмечено. Здесь почему-то такого нет. 2019. Вон машина на горе. Как к ней дойти-то? Вокруг, что ли, вот так? О, городок. Городок Бишкек. Я сегодня ночью проснулся от того, что поезд ехал. Он меня прям разбудил. Гудел, наверное, там раз 4-5. Просыпаюсь, выглядываю в окно. Реально там огромный-огромный состав двигался. Ну и утром тоже уже проснулся. Слышу, гудит. И заснял, как он ехал. Проснулся сегодня, а на улице идет дождь. И еще слышу приближение поезда. И я сегодня ночью в первый раз услышал поезд. Причем он сигналил раз 4-5, наверное. Я поэтому только и проснулся. Вот грузовой состав идет. Ну, при открытом огне, конечно, шум стоит очень сильный. Но когда окно закрыто, ничего не слышно практически. Бассейн, кстати, относится к другой гостинице, которая вот стоит напротив. И тут еще труба, посмотрите, какая огромная. Я думаю, что зимой она отапливается, ну, помещение, вот это здание. И весь этот дым, наверное, сюда идет, в окна. Короче, хорошо, что я здесь только летом. В общем, я иду оттуда и уже минут, наверное, 20 иду. Здесь, смотрите, все разрыто. Ремонтируют дорогу, вернее, делают дорогу, а наверху юрты стоят. Наверное, будет какой-то гостиничный комплекс. То есть дорога огибает вот эту гору и должна идти как раз-таки к флагу. Ну, я так понимаю. Сейчас обойду ее и посмотрим. Представьте, какая гора была, они здесь все стесали. Все это расчистили. Ну, флаг — местная достопримечательность. И я предполагаю, что все-таки эта дорога как раз-таки ведет к флагу. Высота. Сколько есть? Этажа, наверное, 3. Здесь очень прохладно. Ветерок прям вообще классный. Но ни души. Вообще никого нет. Внизу только стояла машина, там где мусорки. Больше вообще никого нет. В принципе, я привык уже ходить один. Особенно, когда идешь куда-то в горы. Ну, я, конечно же, с Сербией сравниваю в первую очередь. В горы, в крепость. И всегда один. Мало туристов, никого обычно не встречаю. О, машина стоит. Сейчас узнаю. О, город уже открылся, прям как на ладони. Сейчас покажу вам. Но это, конечно, не самая высшая точка. Вот туда я заберусь, все-таки дойду. Мне нравятся такие прогулки, когда я совмещаю город и горы. А, вон там пацаны. Это, видимо, они на машине приехали. Смотрят тоже на город. Ну, я пойду выше. Еще же должна быть здесь фисташковая роща. Я вам обещал ее показать. И она как раз-таки где-то там, вот за этими горами. Посмотрите. Пока все закрыто. И вот он, вид на город. Реально город как на ладони. Он огромный. В той стороне слышу звук самолета. Может быть, там аэропорт. Нет, это молодняк какой-то. Явно они не на машине. А, вон водитель проснулся. Может, я спугнул их.
чем они там занимались в машине. В общем, поднимаюсь. Водитель не знает, как добраться до ханских могил. Такое ощущение, что я нашел какой-то миф в интернете, что существуют ханские могилы. И иду туда, где их в принципе нет. Но это всего лишь мои мысли. На самом деле они есть. Я точно их найду. Так, вижу вот дорога. Ох, елки-палки, как там. А вот еще одна. Короче, вот, ребята, строители, сейчас у них узнаю, как мне проще дойти. Он говорит, далеко идти. Да как далеко, вот же. Ну да, минут 20, наверное, пешком в гору. Минут 20, да как все 40. Телевышка. Так, дошел вот до ремонтной базы. Здравствуйте! Подскажите, а как мне до флага проще добраться? Ну, быстрее. Не знаете? Ладно, спасибо. Не знают. В общем, две дороги. Одна идет, видите, влево, а другая идет прямо сразу вверх. У них там душевая, смотрю. В общем, вот такая дорога. Не очень. Так, где мне лучше пройти, чтобы не испачкаться? Попёрся, блин. В кроссовках. Реально, у меня иногда посещают такие мысли. Куда ты прешься? Оно тебе надо. Ну вот если это будет гостиничный комплекс, я думаю, классно будет. На горе, утром просыпаешься, чаек, вид на город. Смотрите, какие. Красота. А, дорога еще дальше идет. Но это для автомобилей. Так как я пешком, я пойду сразу наверх. В общем, я все выше и выше поднимаюсь. А меня еще, знаете, что забавляет и одновременно пугает? То, что я сейчас поднимусь наверх к флагу, а потом нужно будет спуститься назад и идти к ханским могилам и опять же подниматься. Ребят, я практически дошел. Осталось совсем чуть-чуть. Минут, наверное, 10. Не больше. Последние шаги, они самые-самые тяжелые. Еще смотрите, как эта гора сделана. Как бы я иду, она вот раз подъем, потом гладенькая старая площадка, потом опять подъем. Ох, мне кажется, здесь тоже что-то когда-то росло, поэтому так сделано. А может быть дорога? Нет, вроде дорога, да. Это дорога, я перехожу ее. Ну, короче, вот, еще совсем чуть-чуть. Вот она, наверное, самая финальный мой подъем. О. Нет. В общем, я спускаюсь с горы, потому что карты показывают, если пошел бы через гору, через флаг, 2,5 часа идти. Мне проще еще спуститься, выйти к могилам и потом подняться до Фисташковой рощи. Никто не знает из местных, где ханские могилы. В интернете тоже много пишут про ханские могилы, но координаты никто не оставляет. Если я до них все-таки доберусь, я вам обязательно оставлю координаты, как туда добраться. Плюс спускался сейчас с горы. Вот на лошадях катаются. 1900 сом стоит час. Я, правда, не спросил номер телефона. Ну, вот так. Они поднимались до флага и сейчас спускаются уже вниз. 1900 сом час. Но можете хоть весь день кататься. Хоть 10 часов, хоть 5 часов. Ну, пока, видимо, лошади не устанут. Вот такие вот дела. Это будет все-таки гостиница. Сейчас тут парень сказал. Ну, когда она откроется, неизвестно. Ну, вид будет отсюда прикольный, классный. Посмотрите, вот какой-то коттеджный поселок с рыжими домами. Похоже, знаете, на вот отсюда, когда смотришь с холмов, на какой-то европейский город. Может быть, даже
чешский, с такими рыжими крышами. Не зря же Чехословаки строили город Бишкек. В общем, ребят, я иду уже, наверное, минут 30. Вы не поверите, я у всех спрашиваю, кто проходящий, даже у таксистов, где ханские могилы, кладбище. Никто не знает. Короче, я уже даже и не уверен, найду ли я это кладбище. Горы, видите, с левой стороны у меня идут. Флаг остался вон там. Но я иду все вперед и вперед. Иду по дороге, потому что нету как таковых тропинок, дорожек. В принципе, как в России. Если идешь в поселок где-то там, в деревне, то тоже только машины ездят. Так, наверное, я пойду куплю себе воды. Я воду свою уже всю выпил. Сейчас что-нибудь возьму. Это местный такой магазинчик. Здрасте. А не подскажите, ханские могилы, кладбища, мусульманское старое кладбище, ханские могилы? Здесь в Аркусане, что ли? Ну, где-то вот в той стороне. Это получается. Не, там нету. Там современное. Да, сказали, в той стороне. Там какая-то арка должна быть еще. Кажется. Это то, что Здесь нету арки? Да. Ну, в той стороне. По этой улице, если идти. Я сейчас с мужчиной разговаривал. Как? Если там этот, Вот там? по этой улице до начала выйти Ага. и в сторону гор пойти, Ага. там еще одна могила есть, но там арки нету там. А там старое кладбище? Это Да, наше да, там старое старое кладбище, но кладбище. там арки нет. А там не хоронят уже? Нет, хоронят. А в том кладбище вообще никого не хоронят. Оно типа старое, там 1886 года, там могила. Нету Есть, мне прямо сказали, что туда идти надо. Ну, мы здесь родились, живем. Да. Первый раз слышим. А фисташковая роща? Вот, Там? вот, фисташковая роща, вон там. Как раз таки, если к кладбищу Да, идти? да. То есть я Но сейчас... это получается Это не вам прям надо до чуть ли не фисташки. до Советской дойти. Ага. Вот возле мусорных баков будет это, переулок туда, в Ага. сторону гор. Вот увидите переулок и мусорные баки стоят. Вот в этот переулок вам надо зайти и залезать на гору. Много там идти? Долго? Конечно, много, Не, долго. ну, примерно когда вот сюда. Ну, я сейчас поднялся до флага, как бы, А, ну так тут вот. за 20 минут. А, еще лучше. Да, да, Понял. да. Вот, Продайте мне воды. путеводительный. Как? Владис есть? Путеводительный. У Яндекс есть, ну, он что-то там вообще плохо. Ну, Google получше показывает. Могу по гуглю показать. А, сейчас, да. Сейчас. В общем, взял себе воды. Вода, правда, ледяная. Пить охота, а сильно не попьешь. Думаю, горло точно прихватит. Прям вообще ледяная. Ой, как будто из морозилки. В общем, мне никто не может так и сказать, куда мне идти и как туда добраться. Ну, пока иду. Я уже даже, честно говоря, прям в очень больших сомнениях, что я найду эти ханские могилы. Так что, ребят, можете написать, кто-нибудь из вас бывал вообще на ханских могилах. Потому что я пока иду, и вот, честно говоря, говорю, прям очень-очень большие сомнения у меня, что я туда доберусь. Ну, какой дом, и еще, смотрите, видеокамера стоит. Ребят, шел по улице, смотрите, тандырные самсы. Прямо во дворе. Звонок. Нажал. Вот тандыр. Сейчас ждем. А вы здесь покупаете, да? Часто? Здесь хорошее? Да, сейчас посмотрим. А, вы не ели здесь? Понял. Я думал, вы здесь ели, знаете. Тоже в первый раз? Снимаете? Да. Откуда? Я с России, С какой? с Москвы. С Москвы. Да все вы тут с Москвы. Почему? Вы тоже с Москвы? Да, там были. А здесь что, по работе? Нет, мы здесь живем. Ничего, что Я вас там- сниму? Да, да. Конечно. А, Ну, вы- мы в рабочем. Да ничего страшного, я тоже в рабочем. Вы там на работе, а здесь дома, да? Да, да. Ну, Как, на до, каникулы? Февральских событий там были, а потом тут уже. Понятно. Ну да, я до этих событий уже здесь был, а потом как раз все это случилось. Здесь столько было русских, украинцев. Все сюда как ринулись. Да. И та же... и- Да. И так же, ну, здесь уже, что, работаем, дела, дом строим. Ну, правильно. У вас здесь хорошо, честно говоря. Я Вообще вообще кайф. Среднюю Азию люблю. Вообще, как, да.
Siz давайте Класс. спросим. Да, Самса бар мı? Қанша минутта пішеді? О, они говорят, через полчаса будет готово самса. Ну, полчаса ждать. Да. Как бы не очень, наверное. Ага. Ладно, а вы не знаете, кстати, раз вы местные, Ага. ханские могилы? Говорят, такие старое кладбище мусульманское и ханские могилы. Именно здесь? Да, ну где-то вот в той стороне. В той Вот стороне там точно есть. нет. Я там был. Я там был были, на да? флаг поднимался, да, там нет. Нет, Где-то вы там. на флаг поднимались. Ну, там есть кладбище, но оно... Да, да, но там Есть старое кладбище, есть новое кладбище. Джокен самса. Если так пойдете, да, вдоль этой дороги до конца и наверх, там тоже есть кладбище. Там старое, да? Да, старое. Там говорят, что уже не хоронят даже. И рядом должно быть, ну не как рядом, фисташковая роща. А, так это вот здесь? А, все, я понял, где Фисташковая это. роща. Нет, не там. Там нет фисташковой рощи. Это вон там. Старое кладбище, вы видели? Вот здесь, который стоит сейчас. Да. Вот. И чуть выше фисташковая роща. А мне что-то показывает, Вот, покажите. что мы здесь, и он показывает, вот сюда же ведет. Так, мы вот здесь. Да, вот мой синенький. Вот то так, есть вот так. наверх. Ну да, там тоже есть. Ага. Далековато, но да, есть они. Я вот туда и иду. Всё, всё. Вот так, прямо туда вверх. А ханские могилы все-таки. Ой, я Старая. не слышал. Вроде там уже даже не хоронят никого. Там вот похоронен хан еще с 1886 года. А это... Прям очень старая. М? Придется ломать А, вы не имеете в виду, где этот? Атабей. 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 Могила репрессированных при Сталине. Нет. Нет. Это другое, это там тоже, наверху. Ну, Нет. дальше далеко. Понял. И что, полчаса ждать, да? полчаса ждать, поэтому Ладно. мы, наверное, поедем. Я тоже тогда Да, пойду. Да, привет Всё. всем вашим подписчикам. Да. Вам тоже, ребят. Спасибо. Ага. Спасибо. Удачной дороги вам. Вам тоже. Вот. Самсу не поел, но пообщался с ребятами. В общем, вы уже поняли, да? Идти куда-то туда, не знаю куда. Ну, благо у меня есть вода. Поесть, может быть, где-то еще сейчас там будет какая-нибудь точка продажи самсы. Ну, это первая, кстати, я которую увидел здесь. Судя по карте, мне еще идти час пешком. Не знаю, я, может быть, сейчас попутку поймать. Я, кстати, вообще ни разу не ездил на попутке. Надо попробовать. В общем, я уже так понимаю, что выхожу за черту города. Вот эта речка, как раз-таки я ее проезжал, переезжал на автобусе. Смотрите, какая она быстрая, шумная. Наверное, с города откуда-то бежит. Не знаю, как называется река. Она, видите, такая, как эстакадами. И все, вот это уже, наверное, я за городом. С левой стороны также у меня горы продолжаются. Какая-то новостройка. В общем, мне идти сейчас до поворота и налево, наверх. Не знаю, если там не будет никаких пешеходных троп, то как добраться, даже не знаю. На той стороне вижу велосипедист. Дорожка, судя по всему, там велосипедная. Какая-то, знаете, сосновая роща. Лавочки стоят. Посмотрим, ладно, не буду загадывать. Я пока иду вперед. Вода у меня есть, поэтому можно идти. Я уже в селе Чон-Арык. Позади меня минут, наверное, 20-30 идти музей Чингиза Айтматова. В 2014 году открылся. Я уже почитал просто в Википедии. Но я туда не пойду. И дело в том, что Яндекс говорит мне, что мне надо вернуться назад. То есть вернуться назад, а я уже за городом. Я уже в селе. То есть отсюда мне идти 30 минут. По факту недалеко. Судя по тому времени, сколько я уже хожу-брожу, мне недалеко идти. Вот смотрите, какой арык. Вода бежит. Вот эта речушка, я не знаю, наверное, это все-таки арык. А вот та речка, которую я большую проходил, я посмотрел, она называется Ала-Арча. В общем, дела такие. Я возвращаюсь. 30 минут, говорю, недалеко. И пойду
Пойду назад. О, смотрите, какой проспект с фонарями. Это прям въезд в город. Какой красивый. Здесь, кстати, флаги, смотрите. Может, какая-то граница здесь уже городская идет. Ну, в смысле, с другим регионом, что ли? Не знаю. И вон там флаг республики и какой-то дворец. А может быть, это президентский дворец новый, кстати. Все может быть. В общем, с правой стороны, видите, такая роща. И я возвращаюсь назад. В общем, ребят, решил я вернуться к этому красивому зданию. Я увидел его купол и флаг. И это, оказывается, действительно новый президентский дворец. Это проспект Айтматова. Видите, велосипедные дорожки, пешеходные дорожки. Это прям вот реально новый проспект, наверное. Ну, президентский дворец, когда построили, не скажу, не посмотрел по датам. Но в любом случае это новый дворец. И, соответственно, вся территория вокруг облагораживается. Видите, цветы, розы, все это поливается, шланги. И на той стороне все то же самое. Надеюсь, будет сейчас пешеходный переход, чтобы пройти на ту сторону. Или хотя бы уж отсюда покажу вам. Но он реально очень, смотрите, какой огромный. С правой стороны, я так думаю, тоже будет все застраиваться. Возможно, домами там министерскими, еще что-нибудь. В общем, как-то так. Вот он, дворец. Большой. Огорожен, видите, забором. Сейчас выйду на эту дорожку. Видно, что все это новое. Я имею в виду проезжая часть. Фонари. В общем, все. Ладно, не буду туда дальше идти. Вот так выглядит дворец. Большой, современный. Наверху флаг, видите, герб это Кыргызстана. Ну, классно. Охрана, везде тут охрана, кстати. Сейчас я шел, вот речку проходил, мост. Там тоже на мосту 2 милиционера. И как раз таки туда в лесок, где показывал, тоже речку заканчивал, где, ну, видео снимать. Там тоже милиционеры. Возможно, сейчас поедет президент. Поэтому выставили охрану везде. Так, друзья, самое время поставить лайк. Напишите обязательно комментарий. Это очень помогает продвижению видео. Да и мне, в принципе, приятно. Ребят, вы будете смеяться и не поверите, куда я пришел. Видимо, мне нужно попробовать все-таки тандырные самсы. Поэтому я вернулся. А готово? Нет, есть? А сколько стоит? 100 сом. Ага. А с чем? С говядиной. Говядина. О, давайте 2. Да. Причем я был у вас буквально час назад. Правильно, да? Еще 100 сом. А, 100 сом, один. Все, понял. Все, спасибо. В общем, вот такая самса из тандыра. О, горяченькие. Одна самсышка, назовем ее так, стоит 100 сом. Но 100 сом это, знаете, в центре можно по 70 найти. Но тут вот тандыр, свежая. О, чувствуется запах, чувствуется свежесть и прям бульон. Чувствую там бульон. Действительно. Класс. Это мой обед на сегодня. Солененькие. Тесто хрустящее. Сейчас доберусь до мяса.
Покажу вам. Не знаю, видно, не видно. Это, конечно, нечто. Это очень вкусно. Ничего, что вокруг дорога, пыль. Но это реально очень вкусно. Я сейчас, наверное, съем одну. Поднимусь в горы до рощи фисташковой. И там второй съем. Либо уже по дороге. В общем, ребят, всем приятного аппетита, кто ест. Это вы не представляете, как очень вкусно. В общем, самса такая жирная, с бульоном. Смотрите, сколько мяса. Я уже весь уделался. Вот сейчас мужчина подъехал. Сейчас машину переставит и салфетки достанет тоже. Все заказал. В общем, мы тут обед все устроили. Вот еще люди подтягиваются. Стою, рекламирую самсу. В общем, я поднимаюсь выше и выше. Кстати, тут баранов пасут. Ассалам алейкум. Это ваши, да? Красавцы. Ой, ничего страшного, сниму. Этот маленький вообще красавчик такой. Подскажите, а к фисташковой роще я правильно иду? Да. Понял. Забор кончается налево. Где дорога, да? Да. Забор кончается налево. Ага, понял. Спасибо. В общем, я иду все выше и выше. Съел сразу 2 самсы. Это реально бомба. Я на Ожском рынке ел. Нет, здесь намного вкуснее. Мясо. Реально там полное вот это тесто. Внутри, в смысле, все в мясе. Лука есть лук, но его очень мало. В основном все-таки это мясо. Мясо рубленое, вообще вкуснятина. Класс. 2 съел, все, я сыт, у меня живот полный. Вот теперь только на полный живот надо подниматься опять в горы. Вот мой поворот налево. Сейчас поворачиваю и иду вверх. И мне идти все выше, выше и выше. О, кстати, президентский дворец отсюда тоже видно. Вон он вдали. Вот, смотрите, панорама, горизонт, кафе. С 17 до 5 утра. Значит, она где-то наверху. Все, вот сверху уже идут горы. Я не знаю, это все гора Боспельдек или уже другая. Это что? Это шиповник. Шиповник. В общем, мне сейчас надо обойти будет, и как-то вот туда дорога петляет вверх. Не знаю, почему у меня карты плутают. Я вообще был в другом месте уже, совершенно за городом. Практически. И опять пришлось возвращаться сюда. В принципе, для чего я здесь? Я же турист. Я гуляю, исследую, снимаю видео. Ну а ваша задача смотреть, комментировать, ставить лайки, подписываться на канал и всему тому подобное. В общем, дорога все выше и выше. Она петляет. Видите, я поднимаюсь. Бишкек как на ладони. Вот будет смешно, если я сейчас приду, и там недалеко будет стоять флаг. А ведь я уже его снял. Позади меня сейчас машина будет подниматься. В общем, дорога вот петляет сейчас наверх, потом направо. Смотрите на город. О, отсюда дворец как смотрится. Кажется, еще больше. Вблизи не так масштабно почему-то. О, ребята из Санкт-Петербурга, что ли? 178 номер. Какие камни.
В общем, поднимаюсь еще выше. Вот такое дерево. Я не совсем понимаю, что это. Вроде на облепиху не похоже. Хотя, может, облепиха, сорт какой-то, я не знаю. Нет, она жестковатая. Ребят, кто знает, что это за... Что за ягода? Что за дерево? Причем таких здесь много. Вот там то же самое. Вон там дерево такое же. И вот мне еще надо совсем чуть-чуть, наверное. Может, вообще вот это и есть фисташковая роща, которая выгорела. Не хотелось бы, конечно, чтобы это была она. Хочется посмотреть на фисташковые деревья. Пустырь какой, здесь все сожгли. Вот город продолжается. Смотрите, какой он зеленый. Сколько зелени. Что-то тут совсем все печально. Разбитая будка охраны. Здесь вообще все сгорело. Вон флаг. Неужели я мог реально пройти через этот город вокруг просто? Кладбище. Но это кладбище не ханские могилы. Видите, как у кыргызов могилы такие вот, как не решетки, а как сетки такие. Не думаю, что вам видно отсюда. И мне нужно, наверное, вот туда, где люди. И как раз таки там все зеленое. Наверное, это и есть фисташковая плантация. Как здесь гарью воняет. И тропинка только вот эта. Ну, пойду по ней. Эта дорога не знаю, куда ведет. Может, вон к тому отелю, потому что там юрты стоят. В общем, вот так все это выглядит. Короче, не знаю, какой я домой приду. Ну, в гостиницу. Но весь грязный однозначно, пыльный. Нужно будет еще и стираться. Ох, путешествие у меня сегодня. Не знаю, насколько ролик получится по времени. Мне кажется, я уже снимаю часа 2. А это еще фисташковая плантацию вам не показал. Ух, тяжело идти. Самса еще дает о себе знать. Переел. Смотрите, здесь, наверное, тоже что-то раньше росло. Просто все сгорело. Все уничтожено. Не знаю, как его специально сожгли, либо так получилось. И люди причем спускаются вниз. Может быть, там еще какая-то дорожка есть, про которую я не знаю, но ничего не было. Дорога вела именно сюда. Флаг у меня, получается, с левой стороны остается. Это пакетик, бумажки, камни, булыжники. Я ни разу не видел, как растут фисташки. Ну, вот так. Не приходилось. Кто из вас видел, как растут фисташки? Что из себя представляют вообще дерево? Напишите, ребят, в комментариях, поделитесь. Как раз таки я пока иду до них. Жара. Очень жарко. Хотя солнца уже как такового нет. Ветерок здесь прохладный. Пахнет гарью за счет того, что здесь все это горело. Но все равно жарковато. Кстати, пока ел самсу, подъехал мужчина на белой машине. Он местный. Говорит, что здесь, вот в этих горах, водятся косули. И он вроде как охотник. Так что вот так. Друзья, я дошел. Вот она, фисташковая роща. Это все фисташки. Вообще местные путеводители не особо рассказывают об этом месте. Но я нашел информацию, поэтому решил
сюда дойти, показать вам. Вот такие дикие фисташки, это вообще редкость для этих мест. Но в Бишкеке, как видите, они прижились. Это реально вот тихий такой, знаете, тихий уголок с дикими фисташками. Вообще фисташки сюда завезли советские ученые, в частности Петр Ган. Он исследовал и доказал, что вот эта почва как раз таки пригодна для выращивания. Так, а где сами фисташки? Дерево понятно, вот оно. А фисташки где? Или уже они отцвели, как там, собрали их? Что, я не увижу, как они растут? Я сюда шел просто посмотреть на деревья. Реально ни одной фисташки не вижу. О, есть. Вижу. Вот. Ой, они прям сухие. Вот это, наверное, фисташка есть. Вот она прям к листу. Сейчас вскрою. Да, это фисташка, но она, видите, испорченная. Ой, какой запах стоит от них. Вот еще фисташки. Красные. Может, это еще не сезон? Да, они, наверное, еще не поспели. Вот так они выглядят. Запах вы не представляете какой. Очень такой сладковатый. Как будто бы йодом, что ли, отдает. Вот так потереть надо. Прям непередаваемый какой-то запах. Вот так они выглядят. Вот теперь я знаю, как растут фисташки. Может быть, вы тоже не знали. Ну, теперь знаете. Вот сколько их здесь. Вот это дерево прям усыпано. Но это не на всех деревьях. Почему-то большинство деревьев все-таки пустых. Не знаю, в связи с чем. Либо дерево отдыхает, либо собрали. Надо посмотреть вообще в Википедии, когда фисташки созревают. Может, просто их уже собрали все. Да, больше ничего нет. Я имею в виду плодов. Просто деревья. Вот еще, ну там всего лишь одна фисташка. В общем, вот такое место. Необычное. Я говорю, я ни раз не видел фисташковые деревья. Теперь я знаю, как они выглядят. Как растут плоды фисташки. Друзья, обязательно поддержите меня лайком. Я думаю, не зря я сюда шел. Ребят, как вы поняли, я не нашел ханские могилы. В общем, придется, видимо, мне сюда вернуться еще раз. И уже сделать путешествие до Иссык-Куля, чисто по горам. В общем, вот такие вот дела. Ну а сейчас самое интересное, добрался ли я все-таки до флага. Еще совсем чуть-чуть. Вот она, наверное, самая финальный мой подъем. О. Нет, не может быть. Я-то думал, я уже здесь. Короче, еще надо идти. Никакие ни минут, ни 10. Ну как так? Вот он уже был. Практически рукой подать. Что ты будешь делать? Еще чуть-чуть. И вот он, флаг Кыргызстана. Его видно практически из любой точки города. А отсюда он как символ, наверное, вершины, силы и независимости. Красное полотно, солнце, лучи. Знаете, сейчас просто хочется ничего не говорить, а постоять, помолчать, отдышаться. Пойдемте к площадке. Въезд на территорию свободный.
Автомобили могут заезжать сюда с 8 до 9 вечера. Какой он огромный. Здесь фонари стоят. Но, правда, площадка такая подзапущенная. Заросшая. Друзья, сколько он метров? Напишите в комментариях, кто из вас знает. Город внизу как на ладони. Такой разный, шумный и все-таки очень-очень живой. За несколько дней я успел его пройти, прочувствовать. В общем, отсюда он воспринимается совсем по-другому. Конечно, если вы приедете в Кыргызстан, идите в горы, езжайте на Иссык-Куль. Кстати, если будете в Бишкеке, обязательно сюда тоже поднимитесь. Лучше именно вот утром или, наверное, к закату. Но это все-таки летом. Ну что, друзья, на этом мое небольшое путешествие по Бишкеку заканчивается. Вам всем спасибо за комментарии, за поддержку, за лайки. Отдельное спасибо всем, кто поддерживал канал финансово. Все, ребят, всем пока!